Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Второй расклад. Октябрь 2024 года. События на пороге. События с первых дней месяца и 3 главных события. Давайте узнаем подсказки карт. И будем добрее, милосерднее к самим себе. У нас сегодня колода добра, которую прорисовала великолепный художник, таролог и психолог Колет Барон Рид. Давайте узнаем. Зададим вопросы. У нас весь осенний период сплошная какая-то, может быть, турбулентность планетарно. Хотя для вас, я бы не сказала, что вот именно для ваших знаков зодиака, знаков воды, стихии воды, тут скорее какой-то, может быть, вопрос, который вам нужно будет просто решить. Но это не есть новость, это скорее какой-то возврат, или в чем-то поставить точку, или перевести в какое-то иное качество, продолжение, может быть, и так. Не останавливаюсь подробно, но приглашаю в описании под видео. Там я оставлю ссылки как и на свой сайт, так и на другие плейлисты канала YouTube. Переходите, читайте, смотрите. Никогда не знаешь, откуда придет подсказка. А мы с вами идем вперед и продолжаем. Что придет? Что нового? Или чем придется заниматься вот так уже? А что уйдет? Может быть, это тот вопрос, который вы именно как раз и решите. Может быть, и начнете в октябре, но сумеете тогда завершить, успеете закончить или что-то согласовать. А что будет продолжаться? Может быть, и сфера жизни. Чем не соблазняться? На что, наоборот, соглашаться? И чего опасаться? И на второй колоде 3 главных события, 3 важных события. Чего это может тоже? Какой сферы жизни, возможно, касается. Или, кто знает, может, это начало чего-то нового. Давайте 3 карты достанем и раскроем потом. Так, не рассчитала. Отодвинем. Что же придет? Королева огня. Ну, какие-то выводы вы будете делать. И причем так не спеша. Что придет? Правильная работа с информацией, удачные какие-то решения по части финансов, когда вы будете наблюдать, четко чувствовать обстановку, настроение человека и поставите перед собой более четкие цели. Это, по сути дела, уход от какой-то разрозненности, от того, что было прежде, как за 1000 печатями, или было что-то вам непонятно. По крайней мере, даже по непонятному вопросу вы сможете какую-то свою стратегию, тактику создать. Это достаточно сильная позиция в целом, вот это то, что придет. И по этой карте конкретно проходит дружба, страсть, сотрудничество. Но это где-то все в том контексте, когда мы себе не вредим, когда мы больше осмысленные, когда у нас так очень четко работает критическое мышление. И вот по части работы с информацией мы никому ничего не говорим, что мы собираемся делать, умеем хранить молчание. Это как вот основа всего. Молчание и работа с информацией. Ну, видимо, какие-то события будут, которые вы будете анализировать. А что уйдет? Ну, вот так неспешно, при сильной позиции. Вы действительно сумеете решить какой-то финансовый вопрос. И здесь у каждого, безусловно, по-разному. Кто-то будет, наоборот, допустим, закрывать кредит, а кому-то нужно взять ипотеку. Это карта самодостаточности и каких-то, как и финансовых инвестиций. Может быть, вот вопрос стоит об этом. Или вы можете что-то изучать, могли бы, да, может быть, и прежде. А теперь вы уже сумеете это воссоздать на практике. В принципе, эта карта у нас дисциплины. И когда мы словно последний фундамент в нашем благополучии кладем, и карта сохранения. Поэтому что уйдет? Ну вот как последний камень какой-то, иносказательно говоря, как в фундаменте вашего благополучия вы как раз и сумеете заложить и с чем-то окончательно определиться. Это здорово. Вот подвести какую-то базу у вас точно, по сути дела, это результат. Это дорогого стоит. Мы, бывает, годами к чему-то стремимся или пытаемся чего-то достичь, создать. Но у нас все время как-то пробуксовывают дела. И вот итога мы не видим, а у вас будет конкретный итог. И как-то он будет связан либо с финансами, либо, может быть, благоустройство дома. Возможно, у кого-то и переезд, ведь эти 2 карты не говорят, где вы сейчас находитесь.
У каждого своя какая-то ситуация. Но даже, мои дорогие, если ситуация, обстановка вокруг вас достаточно сложна, но вы как прочувствуете, что вот у меня есть теперь моя уверенность, потому что я уже прошел какой-то прежний опыт, может быть, проб и ошибок, и уже от чего-то отказался или отказалась. И я теперь более здраво оцениваю вообще как обстановку вокруг, так и свои возможности. Что же будет продолжаться? Обучение, какое-то сотрудничество, знакомство с новыми людьми, новые контакты будут продолжаться. У кого-то из вас новые способы заработка. Вы, вот правда, вот эта база, она вам просто необходима для того, чтобы идти вперед. Ведь это карта, по сути, будущего. Точнее, мы сдаем экзамен. Какой-то жизненный экзамен будет продолжаться, но для вас в новом ключе, потому что у вас уже словно есть какая-то основа. И значит, крылья за плечами обязательно будут. Нет какого-то раздрая, мои дорогие, ведь это тоже немаловажно, согласитесь. И нам говорят о чем? Да, где-то может быть работа в команде. Если у вас свой собственный бизнес, вы можете пересматривать партнерские отношения. Это могут быть партнерские отношения, хотя нам ни одна карта не сказала о личной жизни, пентакли. Но кто знает, у кого-то может и так тоже проиграться. Может быть, у вас какое-то общее есть дело, но к этому делу еще и какие-то чувства. Да, понятно, не у всех, но у кого-то. Это может быть вот единой связки. Это может быть еще, когда мы что-то учитываем, объединяемся. Или когда мы понимаем, что какой-то союз для нас действительно очень важен. Вот это то, что важно, надежно, будет у вас продолжено. Давайте спросим, чем же не соблазняться? Пятерка земли, ну кто ж таким может соблазниться? Чаще всего по пятеркам идет недостаток. Причем тот недостаток, который, ну, где-то мы устраиваем сами. Либо мы на что-то потратились, если мы говорим о деньгах, а у вас деньги – это такая ключевая тема в октябре. И неважно, пусть это будут дела личные, дела семьи, дела дома. Но тратиться как будто, может быть, и придется. Но тогда нужно траты вот эти как-то сделать более рациональными. По пятерке земли есть еще и недостаток понимания, взаимопонимания. Поэтому карта отчасти говорит, ты не настаивай на своем, не вноси какую-то, ну, как напряженность. Здесь может быть и так, на что не соблазняться, вот если конкретно. По этой карте, именно в этой колоде, мои дорогие, нам говорят, внешность обманчива. Поэтому, кто знает, мы ведь сказали, могут быть новые знакомые. Поэтому не торопитесь о человеке быстро. Себя словно не подгоняйте. Сложить какой-то портрет человека. Может быть, пройдет время, вы его узнаете получше. И так, правда, часто бывает. Знаете как, внешность, она как конфетка, вернее, обертка. Очень красиво, а как-то содержание, ну, так себе. Потому что мы можем сменить как и партнерские отношения, так и какое-то, как смена ракурса, смена направлений, своеобразная перестройка. Поэтому я бы сказала, ну, не совсем про доверие нам говорят. Да, поддерживать какую-то диалоговую форму, например, или дипломатию нам придется, чтобы себе не навредить. Все же взаимопонимание у нас такое более пентакливое, более такое материалистичное. И поэтому вот быть в этих энергиях и может быть, конечно, в материализм такой жесткий не впадать, потому что без чувств наша жизнь, она, ну, как будто лишается смысла. Но и себе не навредить это будет важно, потому что, помните, внешность обманчива. А на что соглашаться? На чувства, вот как раз соглашаться. На проверенных людей. Может быть, на какой-то союз. И все же 6 воды – это у нас всегда ностальгия. Или это те люди, которых мы хорошо знаем. Может быть, с которыми мы уже прошли огонь, воду и медные трубы. Может быть, успели уже и не раз поругаться, или выяснить отношения, или попытались. Но, тем не менее, вот на эту ностальгию или на отношения из прошлого, если так мы подведем итог, как будто согласиться стоит. Мы ведь не знаем, иногда бывает, личная жизнь не складывается, правда, вот как партнерские именно, личные, про любовь мы говорим, отношения. Но может быть продолжена прекрасная дружба. Может быть продолжено какое-то как раз и взаимопонимание.
и надежность человека. Вот для вас все то, что надежно и проверено, оно в октябре имеет какой-то глобальный смысл, будь то чувства, будь то финансы, мои дорогие. Поэтому по шестерке воды у вас много пентаклевых карт, и я уже сказала, без чувств наша жизнь, она теряет краски. Вот вам эти краски нельзя потерять. Давайте узнаем, и чего же опасаться король Земли? Материализма. Король Земли – это у нас великий консерватор. И в сложную минуту это здорово, потому что он всегда при деньгах, да, или при каких-то ресурсах, будем говорить. И это, конечно, замечательно, но по части вдохновения вот здесь сложно. Он все сравнивает с какими-то реалиями. А то, что касается сферы чувств, он прочувствовать так вот глубоко не может. Но это к вам не относится. Но, может быть, будет... Вы-то как раз люди очень чувствительные. Но, может быть, будет какое-то событие или, знаете, даже один день, когда захочется быть вот таким жестким материалистом. Или обстановка как-то так вынуждает. Но все же, кто знает, вот рядом у нас шестерка воды. Если мы, к примеру, начнем что-то вспоминать былое, то мы можем разрушить какую-то дружбу или какие-то контакты. А может быть для нас, и, кстати, планетарно, на моем сайте есть как раз и статьи, планетарные гороскопы по части того и до конца года. Нам ведь как раз люди-то из прошлого и могут возвращаться, большая ретроградность. И поверьте, если тот или иной человек вдруг вас нашел, или вы его случайно встретите, и вы не готовы где-то, вот нужно первое, что задуматься, а для чего он в моей жизни появился. Вполне вероятно, ну вот на материализм, если переводя, либо он вам пригодится, либо вас еще, пусть через какое-то продолжительное время, снова может свести судьба, либо будут какие-то вопросы, которые нерешенные, и вам нужно будет их закрыть. Поэтому диалоговая форма, она, конечно, ну такая благоприятная. Но и если мы впадаем в какой-то материализм, когда мы видим только ну, финансовую сторону вопроса, то нам говорят, опасайся как будто этого. 3 главных события. Выбор. Ну, правда, выбор какой-то есть. Давайте мы немножко поясним. И ведь по этой карте мы выбор делаем, слушая свою интуицию. Интуиция – это интеллект и какой-то прежний опыт. Про опыт, безусловно, имеет значение. Может быть, это по части вложений. К примеру, у кого-то будут стоять вопросы, а у кого-то вопросы, которые связаны с личной жизнью, с какой-то прежней историей. Решаться на что-то или нет? Соглашаться мне на что-то или нет? Может быть, и есть какой-то человек, вот буквально конкретный у вас, мои дорогие. По королю Земли проходит Телец, Дева, Козерог. Но, к примеру, идут иногда и родственники или родственники партнера. Это могут быть какие-то чиновники, мои дорогие. Это могут быть вот вышестоящие лица, какие-то по работе. Тогда мы будем говорить, чего опасаться. Человек, он на своей волне, с ним спорить бесполезно. И тогда где-то не соблазняться желанием ему что-то доказать. Доказать бесполезно, он будет все равно на своей волне. Поэтому вот такой тонкий нюанс. Обходите острые углы. Как есть такая поговорка, которую я очень давно прочитала. Взбираясь по дереву жизни, обходи сук и не слушай дятлов. Ну вот как-то так, мои дорогие. Взбираясь по дереву жизни, придется учитывать разные ситуации. Чем дело кончится? По вашему выбору. Что же это? Опять пятерка. И по этой карте у нас идет какое-то разочарование, чем дело кончится. Вы придете действительно к выводу, что есть то, что не имеет смысла продолжать. Или если мы говорим про людей, про отношения, про какие-то пункты в вашей жизни, когда вот как раз контактировать с этим человеком приходится, но нам нужно отстроить новую модель поведения. И вот чем дело кончится? Вы будете реалистом, мои дорогие. Вы поймете, что я горевал, ну, совершенно напрасно. Перевоспитывать я кого-то точно не буду. Или, мои дорогие, тут может быть и другой вариант, когда вы друг друга не поняли. У вас ведь 2 вот такие карты, которые как раз, ну, где-то об отношениях или взаимодействии говорят. Так вот, на 6 воды нам как будто нужно согласиться.
на какие-то отношения тоже. Вот только вам выбирать, проводить вот эти параллели, что к чему относится. И тогда вы можете, допустим, проанализируете, или, может быть, человек как-то вам откроется с другой стороны, или вы сумеете провести важные разговоры, откровенные на чистоту, и можете понять, как же я заблуждался или заблуждалась. И такое тоже может быть. Но выбор есть. Чем же сердце успокоится? Что-то вы подведете к финалу. Либо вы простите какие-то обиды прежние, поймете, что, ну да, и вы ошибались, может быть, и человек признается, знаешь, я был неправ. Не то, что там тысячи извинений и падать в ноги. Нет, конечно. Но, тем не менее, какую-то ситуацию вы проясняете. И, по сути дела, ведь это карта баланса. Это когда мы не оглядываемся назад. Значит, простить то, что не имеет смысла вспоминать, хранить в своей душе какое-то прошлое. Ну и было. До свидания, как будто этому прошлому. Или это будет касаться личной жизни, когда как раз вы больше на взаимопонимание будут направлены ваши действия. Или, может быть, вы просто исключите таких персон из своей сферы как будто чувственности или из сферы своих переживаний, переведя их просто в плоскость как раз-таки материализма, что есть такой человек, меня с ним судьба сводит, но он для меня не играет никакой роли. Вы просто перестанете на него эмоционально реагировать. Давайте мы посмотрим. То есть, правда, подвести итог, это значит уже, знаете, не волноваться, не переживать. То есть мы принимаем как данность, да и все. Пятерка мечей. Вообще карта первой победы или какого-то прежнего конфликта. И именно это тот конфликт, который уже где-то был в прежнем времени. Или в прошлом были какие-то предпосылки. Может быть, и были те люди, с которыми вы как раз не договорились. Или будет ситуация у вас, мои дорогие, когда вас могут провоцировать тоже на конфликт. И мы говорим, что тут есть люди такие достаточно властные, может быть, отчасти твердолобые, так тоже бывает. Мы ведь все разные. И вот таким людям нет смысла что-то доказывать. Но и в какую-то конфронтацию не вступать. Определенно, для вас какой-то худой мир будет лучше доброй ссоры. Знаете, тут в первую очередь быть справедливым с самим собой будет очень важно. Чем же дело кончится? Правда, вы как подводите знаменатель под людьми, под какими-то прежними событиями, направлениями вашей жизни. То, что непродуктивно, то, что не служит прогрессу, вы откажетесь. Но то, что надежно и может быть продолжено, вы продолжите. Чем дело кончится? Важный вывод. Вот если у нас тут двойка мечей, а это туз мечей, я всегда говорю, выход из лабиринта, из какой-то путаницы, вот она у вас точно завершится. Именно благодаря вашему какому-то решению или новой стратегии, тактики общения с людьми. Может быть так. Чем же сердце тогда у вас успокоится? Вот посмотрите, вы ведь люди достаточно такие лояльные, вы умеете чувствовать другого человека. А вы можете сказать в октябре: да, Коля, мне это надоело. И перестроите именно свое отношение, как и в социуме, как и, может быть, и к близким, или к каким-то родственникам, друзьям. В принципе, вы словно наметите себе изменить свое окружение. И королева мечей, это у нас прообраз Юдифии, это та, которая никому ничего не говорит, опять же, вот королева огня. Иначе, если бы она проболталась, куда она направляется и что собирается делать, она бы не вошла в историю. Поэтому мы себя бережем. Это карта независимости, кстати. Чем сердце успокоится, видимо, вот такие перемены, которые происходят внутри вас самих, переосмысления, они вас делают более неуязвимым. Может быть, отчасти где-то более обособленным, но это не та обособленность, когда вы закрываетесь от контактов, когда вы просто понимаете, одним людям нет смысла продолжать и доказывать, а другие меня могут подвести. И есть, может быть, только очень узкий круг, кому я могу доверять и кто доверяет мне. По этой карте сильная самооценка, мудрые решения, организация собственной жизни. Чем сердце успокоится. Вот все то, что я где-то говорила. Третье важное событие. Видимо, это необходимо вот так разобраться вам с чем-то, потому что у вас
старший аркан Колесница. И это сами по себе перемены. У кого-то переезд, у кого-то релокация офиса, у кого-то предложение по работе, мои дорогие, у кого-то, может быть, и по части личной жизни, может быть, вы решите, что а дай-ка мы попробуем вместе какой-то наш союз, попробуем жить вместе, проживать, посмотрим, как у нас действительно сложатся отношения. Или для кого-то из вас это может означать еще события вокруг вас. Меня смотрят люди из разных стран, и поскольку это карта перемен, нужно быть готовым к любым поворотам событий. Но все же эта карта добрая, это счастливые перемены. И поэтому для вас может вполне так статься, что, знаете как, я падал, но поднялся вновь, чтобы жить свободно, честно, умело. Вот карта Колесница в колоде Колет Барон Рид имеет именно такую трактовку. Это карта победы. Пусть у нас другая, у нас классическая, причем основанная на старых принципах прорисовки Таро колода. Но этот самый успех, вы словно от ваших правильных мыслей, от какого-то решения. Обратите внимание, ведь по преданию, что такое колесница? Колесничий вообще не управляет этой повозкой. Не управляет, я имею в виду, как бы вручную. Он управляет силой мысли. И вот для вас мысль, это в чем-то определиться будет очень важно. Это как путь к успеху. Чем же дело кончится, давайте узнаем. Чем дело кончится? Хотя тут не кончается, тут... Я и вторую карту не тяну. Чем сердце успокоится? Карта императрицы. Тут какие-то фантастические перемены, мои дорогие, у вас могут быть, как и перемена в статусе. Положу эти две карты здесь. Но, видимо, чтобы эти перемены произошли, провести вот этот самый баланс. От чего-то отказаться, с чем-то разобраться. Причем, в первую очередь, что для вас лично это важно. Не то, что вас кто-то вынуждает или подводит вас к какому-то итогу. Нет, это вы сами для себя можете изменить, безусловно, статус, как и по части, допустим, через труд, получение новой должности. У кого-то это может быть через заработок, когда вы сумеете себе, может быть, позволить какой-то важный переезд, может быть, и недалеко, но буквально купля-продажа недвижимости. Я вполне предполагаю, вы как минимум, для кого это актуально, безусловно. Вы можете уже рассматривать варианты. У вас что-то идет в гору. Пусть это от вас требует несколько иных энергий. Но тогда это вот, видимо, независимость. Вот пройти через эти мечи совершенно необходимо. Мы ведь сказали, карта независимого положения, сильная позиция. И карта императрицы это ведь про то же самое. Но уже в императрице, видимо, пройдя вот этот мечевой путь, некоторые энергии, они становятся более добрыми. Почему? Потому что нет смысла настаивать, нет смысла спорить. И есть уже понимание, что проще договориться, меньше тогда своих энергий, сил я потрачу. Может быть, не рисковать своим добрым именем. Вот этот момент тоже может быть для вас важен. Чем дело кончится, как и сердце успокоится, это, по сути, обновление вашего «я». И в любой абсолютно сфере жизни. Все то, что касается статуса, благополучия, денег, отчасти переезда, вашего места пребывания, вашей как бы ступени в обществе. Здесь могут быть очень важные свершения, но начало берет или берется с вашего выбора. Перекладывайте на себя. Я вас люблю, мои дорогие. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.